На склонах северных Апалачей, где зимы были суровы, а снег ложился плотным покровом, проходил ежегодный лыжный марафон. Среди участников был молодой спортсмен по имени Джейсон. Он приехал из Вермонта, искал тишину и одиночество после череды неудач и предпочитал самые трудные маршруты, уходящие далеко за туристические зоны. Погода в тот день резко изменилась. Сильный ветер и нестабильный снежный покров привели к внезапному сходу лавины на отдаленном участке трассы. Джейсон чудом уцелел, отбежав в сторону и спрятавшись за скалой. Когда все утихло, он медленно двинулся вперед, пробираясь сквозь свежие завалы и обломки. На месте схода он заметил странную металлическую конструкцию, частично открывшуюся под тяжестью снега. Прямоугольный люк, выцветший и покрытый ржавчиной, торчал из земли, будто давно забытая рана в теле горы. Он не был обозначен на картах. Любопытство взяло верх, и Джейсон, обвязавшись веревкой, осторожно открыл крышку. Сперва из люка вырвался резкий запах, смесь пыли, сырости и чего-то неестественно сладковатого. Он включил налобный фонарь и начал спускаться по скрипучей лестнице. Внизу его встретил длинный, узкий коридор, стены которого были выложены бетоном, с облупившейся краской и старыми кабелями, свисающими с потолка. В глубине бункера он обнаружил дверь из тяжелого металла, приоткрытую. За ней находилось помещение, которое не поддавалось логике. В нем были старинные мониторы, работающие на неизвестных источниках питания, табло с записями на незнакомом языке и странные схемы, покрывающие стены. На полу засохшие отпечатки босых ног, ведущие в разные стороны, будто кто-то долгое время блуждал в изоляции. Но самое страшное он увидел в центре комнаты. Прозрачную капсулу, внутри которой лежало существо, напоминающее человека, но с пропорциями, вызывающими отторжение. Тело было полупрозрачным, черты лица будто бы недоразвитыми, кожа тонкой и пленчатой. Глаза были закрыты, но Джейсон чувствовал, что оно осознает его присутствие. Он отпрянул, тяжело дыша. Ледяной пот выступил на лбу. Это место не было просто укрытием. Это было нечто другое, забытый или скрытый объект, связанный с экспериментами, происхождение которых он не мог объяснить. Когда он поднялся наверх и закрыл люк, ему казалось, что из-под земли все еще исходит легкое, вибрирующее гудение. Снег начинал снова идти, медленно скрывая следы, как будто сама гора пыталась затянуть рану обратно. Джейсон вернулся в лагерь молча. Никому не рассказал, что увидел, потому что знал, никто не поверит. Или, что хуже, кто-то заинтересуется. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.